Это вариатор Arctic стоит. Сейчас сначала проглядел много роликов, как откручивает, кто сюда лом вставляет. Но это у других вариаторов получается так, можно. А здесь вот вам видно, не видно? Не видно, потому что сейчас освещение такое у меня в сарайке не очень. Гайка стоит. Как я у одного видел человека в ютубе, он, надо, говорит, на 36 трубчатым откручивал. Вот сейчас я пытаюсь дотянуться до него. Сейчас откручу вот эти 6 болтов под шестигранник. Ну давайте открутим, посмотрим, что там будет дальше. Пружину, видать, давить стала. Так. Буду постепенно двумя болтами ослаблять, чтобы никакое ухо не лопнуло. Ну, в принципе, тут алюминий литой, так все равно крепость у него есть. Сейчас все равно на крайней, тут ухо потоньше. Ну все, болтик один. Опа. Ну и вот стружка еще откуда летела, наверное. Получается. Тут дочищу, все промою. Пружина целая стоит, не обрезанная. Да. Представляю, как эти болты снимались, как будет вот эта гайка откручиваться. Вообще не представляю, как ее открутить. Сейчас надо будет ключ какой-то делать. Так, сейчас ремень тогда снимем. Включаем передачу. Как ремень снимать, я вчера видео посмотрел. Сейчас будем пробовать. Нажимаем на один диск, который на коробке стоит, как он, ведомый называется. И правильно, не знаю. Нажимаем и немного прокручиваем по часовой стрелке. Он разжимается. И достаем ремень. Все. В таком же порядке обратно. Я вчера пробовал. Вообще одевается легко все. Сейчас вынимаем его. Вот ремень. Я вчера мерил, он на миллиметра на 3 по внутреннему диаметру по ширине уже, чем у меня новый. Но запас пойдет. А сейчас вот все промою, вычищу бензинчиком. У меня еще керосин, конечно, есть, может, керосином. Да, как вот тебя открутить сейчас? Так, сейчас ездил до деревни, сделал вот такой вот ключ самодельный. Тут головка была обрезана, но обрезал от ключа от старого на 36. Обрезал, трубу нашел, приварил, сделал отверстие и, как же звать, здесь упор поставил, вариатор. Конечно, хотел к этому сначала, к зубьям, а не нашел ничего. Так, об ключ опер и в это. И открутил контрагайку. Открутилось легко. Тоже на герметике все сидит. Вот такая контрагаечка. Крутил, получается, против часовой стрелки. Усилие не сильно, вот. Рычаг вот такой. Ну и не скажу, что была не затянута, но как бы открутилась. Как все говорят, что не открутить, там греть надо, а я так. Сейчас вот буду думать, как еще дальше открутить его. Так, все закрутили. Сейчас посмотреть надо будет, как рычаг ставить правильно. Тут где-то было, вот, я уж тоже видел. Нажимали куда. Да, ребята, тут надо нагреть.
Сейчас попробуем. Задымил. Как паровоз, смазка она пошла. Ну все, ребята. Немного усилия. Погрел немного и все, нормально сорвалось. Столько. Все откручивается нормально. Немного только отогрел. Вообще, наверное, минуту, наверное, и грел-то все. Челка-то. Противовесики. Шайбочка еще получается. Че еще датчик мешает, что ли? Опа. Вот, ребята, сам вариатор. Немного есть зазубрено. Выработка. Ну, это я попробую все керосином оттереть. Вот от этого, от ремня. А так вроде бы ощутимых нету переходов. Вот только в начале вот тут вот. На малых, наверное, оборотах выработка есть. А дальше все гладенько. Здесь тоже керосином все оботру. Выработок таких нету никаких. Вот только царапок один на стенке, который не ходит. И здесь вот тоже резина, тоже все оботру керосинчиком, протру. Насухо потом тряпочкой вытру. Вот это все зачищу. Тут наверное, калил кто-то кроме меня, наверное, или что-то не потемневшие. Я вроде не накалил, он. Но руки не терпят, но не скажу, что горячо. Тут да холодная. Вот здесь теплая. Вот это, да, нагрелась. Тут вон, рука терпит. Это как шатается. Сейчас. Смотрите, как шатается. Все, видите, разбито. А вот так новые. Ну, можно сказать, почти нету люфта. Но они цельнометаллические идут, без всяких втулок. Те почему-то со втулками. Тут опять колхоз гвоздик.
Вот так вообще видно, даже, наверное, вам будет на камеру. Выработка какая. Вот, смотрите. Видите как? Шатается, шалтай, болтай. Вот и стружка-то, наверное, отсюда летела. Все ролики разбиты, получается, ни один не живой. Противовесы еще как более-менее выглядят. А ролики так вообще все. Так, вот мы отмыли вариатор. Стал почти как новенький. Все блестит. А то был слой вообще много, наверное, от ремня черный. Тут все забито было. Вот видно небольшие протертости, но ничего страшного. Сейчас будем соберем и посмотрим, что получится у нас. Так, ребят, все поставил. Еле попало эти пластмассины. Сейчас все смажу. Ролики попадают. На противовесы все хорошо. Сейчас еще опрыскаю все и буду закручивать. Так, ребят, вот я и поставил вариатор на место. Пружина меня, конечно, помучила. Крышку до чего додевал, тут надо было, чтобы по центру как бы попало. Чтобы втулка ровно зашла. Я и так мучился и выжимал, но все наискосок. Потом сюда длинный болт закрутил. Ну, отсюда, середки сюда и сюда. Получилось друг напротив друга. Закрутил их до конца. И здесь потом потихонечку сюда деревяшки поставил и монтировочкой. Сначала маленькие сюда, потом в этот край напротив. Закрутил их не сильно только. Один, то есть не сильно, а второй уже потом, чтобы она попала, на вал только зашло, и уже подтянул их. Затем их эти длинные выкрутил и наживил в середку. Тоже подтянул их не до конца и начал по кругу так протягивать, чтобы она равномерно шла. Закручивал с фиксатором резьбы. Ну, она до этого стояла, мало ли. Вдруг открутится, неохота, конечно. Сейчас ставим ремень вариатора и пробуем, будем заводить. Сейчас. Ремень вот у нас такой. Как правильно его назвать? Optibelt или как-то тут. РМ. Made in Германия. Не знаю, как ставится это по надписи, наверное, на тебя. Ну, на лицо получается. Сейчас пробуем ставить. Тоже твердоват еще. Новый так. Так, включаем первую передачу. Отодвигаем тарелку. Так, все поставили. Проверим, все ли на месте. Что откручивали вроде. Тут веточек, палочек напопадало от деревяшки. Ну, вроде ничего. Здесь коробку тоже бензинчиком почистил. Был бензин, так. Ладно, сейчас попробую завести.
А, пробуксанул. Так, ребята, все, вариатор я проверил. У дома тут прокатился на первой передаче. Мне понравилось. С места съезжает на малых. Не ведет ничего, все нормально. Вот ремень как правильно должен стоять? Подскажите в комментариях. Напишите. Тут миллиметра полтора, наверное, торчит, вот, если считая, где ремень идет, а не от ребер. Ну, как ребра вентиляции, тут, или как про охлаждение называется. Так мне нравится. Посмотрим, как поведет себя по снегу. Так что всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписываемся, кому понравилось, ставим лайки. Всем пока.